Здравствуйте! Это вторая часть цикла «Жизнь в Армении». Ссылку на первую я оставлю в описании. Хочу поблагодарить зрителей, которые помогают мне финансово. Сейчас я вам покажу, как выглядят внутренние дворы многоквартирных зданий. Та часть жизни местных людей, которую не видно с главных дорог. В этих местах отдыхают люди, которые не могут себе позволить фитнес-центры, рестораны и другие развлечения, требующие трат семейного бюджета. Большинство зданий построены из камня, который называется туф, красный туф. Поэтому выглядят они примерно одинаково в одном цветовом диапазоне. Это отличительная черта, по которой можно узнать Армению. С некоторых проспектов в ясную погоду можно увидеть вдали снежные шапки гор. Некоторые горы находятся на территории Армении, а некоторые находятся на территории Турции, такие как Арарат, гора и Малый Арарат. Вот сейчас я вам покажу один из внутренних дворов многоквартирных домов. Чаще всего в Армении можно увидеть различные металлические конструкции всех видов во всех сферах применения. Так как с металлом здесь проблем нет, а вот с деревом напряг. Поэтому сам пиломатериал и изделия из него стоят довольно дорого. Для обычного примера я покажу деревянные изделия, такие как уличные туалеты. Цена 250-350 тысяч драм. Это порядка 60-80 тысяч рублей или около 650-800 долларов. Хотя в России лес тоже довольно дорогой, но такие изделия стоят порядка 5-9 тысяч рублей. Около 70-100 долларов. Вот сейчас можно увидеть тот самый общественный металлический столб, на котором множество роликов, через которые перетягиваются бельевые веревки. Для меня, как человека, давно не видевшего такой быт, это было немного удивительно. Но люди привыкли и пользуются таким способом. Конкретно этот внутренний двор недавно прошел реконструкцию. Здесь положили новый асфальт, бордюры и ограду. Все эти положительные изменения в облике города и страны, в инфраструктуре связаны с тем, что множество россиян, приехавших в Армению, внесли значительный вклад в экономику Армении, благодаря чему здесь все стало приобретать цивилизованный вид. Все, что здесь выглядит свежим и новым, действительно таковым и является, и построено за последние 3 года. Как ни странно, но армяне, так же как и турки, держат голубей. Это вот одна из голубятней. В пакете находится хлеб, лаваши, а голуби закрыты в заднем помещении. Вот так их иногда выгуливают, раскидывают корм, кормят, потом загоняют обратно в голубятню. Выглядят эти голубятни довольно примитивно. В Турции они выглядят точно так же, построенные из подручных материалов. Строительство этой детской площадки закончилось буквально несколько недель назад. До этого здесь была старая площадь с разбитым асфальтом и 2 старыми ржавыми советскими качелями. Теперь здесь все выглядит современным, мягкое покрытие, спортивные снаряды и несколько детских горок. Очень удобно, что во внутренних дворах есть беседки и лавочки. То есть всегда есть возможность отдохнуть, если долго идешь пешком или с каким-то грузом. Также во внутренних дворах установлены фонтанчики с водой. Вода в Армении потрясающая. Чистая и не имеющая неприятного привкуса, как в некоторых регионах Турции.
Конкретно вода в уличных фонтанах не из центрального водопровода, а напрямую из-под земли. То есть живая и свежая. Некоторые люди набирают воду в бутылке в фонтанах. Я тоже при долгих пеших прогулках по городу беру с собой воду из фонтана, не покупаю магазинную. Так что отличный лайфхак для тех, кто хочет сэкономить на покупке воды. К тому же магазинная вода бутилированная не представляет никакой пользы для организма, а некоторая даже несет вред. Здание напротив тоже выросло за несколько месяцев. Это будущая больница. Этот район называется Чарбах. Я приехал сюда, чтобы показать, как выглядит непрестижный район, где живут простые люди. Часто на улице можно встретить индусов, их здесь довольно много, и они хорошо знают армянский язык. Потому что армянский и индийский языки очень похожи. Связано это с тем, что у этих народов общие корни. Это цветет абрикоса. Когда приходит весна, красота наступает во всех уголках мира, в том числе и в Армении. Здесь мы снова видим целую кучу металлических конструкций, трубы, сетки, заборы. Ереван, как и любой другой город, не обделен сотовыми вышками. Здесь они также установлены на крышах многоквартирных домов. Конкретно в этом районе интернет у оператора Viva МТС довольно слабый. Я пару раз подавал жалобу на то, чтобы скорость интернета выросла, но безуспешно. Сказали, это связано с тем, что устарело оборудование, и когда его будут менять на более современное, неизвестно. На этих скриншотах вы можете увидеть реальные показания скорости интернета у оператора Viva МТС Армении. По современным меркам можно сказать, что это печальные показания. Ну вот как есть. Возможно, оператор увидит этот ролик и примет решение поменять оборудование на современное, чтобы люди могли пользоваться более быстрым интернетом. Менталитет местного населения еще не перестроился, и все хотят возле своей квартиры оттяпать кусочек земли и устроить там личное пространство. Поэтому возле каждого дома находятся загородки металлические, в которых жители наводят свои порядки, ну либо беспорядки. Чаще всего последние. Коллективно договориться о капитальном ремонте дома здесь люди не могут. Поэтому во внутренних дворах дома стоят разноцветные. Кто как смог отделать снаружи квартиру, так и получилось. Точно так же обстоит дело и с крышами в многоквартирных домах. Их целиком не меняют. Меняет каждый собственник самостоятельно на своей квартире. Здесь мы можем увидеть снова провода, трубы, металлические решетки и козырьки. Только-только вот последние 2-3 года Ереван приобретает цивилизованный вид. Вот вместо этих всех заборов можно было бы разбить какой-то палисадник общественный. Но пока что остаются заборы.
По животным я выпущу отдельный ролик, расскажу, как здесь дела обстоят с животными. В 2023 году президент Армении Пашинян выпустил указ, что необходимо поставить краны на уличные фонтаны, чтобы вода зря не лилась, а люди могли открывать и закрывать кран. На мой взгляд, это довольно правильное решение. Учитывая, что во многих регионах планеты вода уходит, снижается уровень ее, такое решение было бы солидарностью с регионами, которые испытывают засуху. С другой стороны, вид текущей воды никогда не надоедает, а ее булькающий звук успокаивает. Снова загородки, груды строительного мусора, который никто не хочет вывозить. Если хотите узнать, как выглядит армянское кладбище, напишите в комментариях. Я постараюсь сделать ролик на эту тему. Там тоже много можно будет увидеть интересных вещей. Снова металлический общественный столб с натянутыми бельевыми веревками. Он уже покосился, но все еще служит службу. Кабельный интернет здесь тоже, естественно, есть. Такие провайдеры, как TIM и Ucom, предлагают услуги по кабельному телевидению и интернету. Вот впереди красный распределительный ящик кабельного интернета компании TIM. А это один из небольших городских скверов, в котором имеется фонтан. Его должны запустить, наверное, в апреле. Муниципальная служба по озеленению и благоустройству города следит за этими скверами, убирает мусор, а также совершает обрезку кустов и деревьев. Этот сквер тоже прошел недавно реконструкцию, установлены новые светодиодные фонари, висит табличка на фонарях «Бесплатный Wi-Fi», но по факту его нет.
Зато есть крупный пёсель на бордюре фонтана. На этом я закончу вторую часть, в которой вы смогли увидеть, как выглядят внутренние дворы многоквартирных домов в столице Армении, в городе Ереван. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Впереди еще я буду освещать множество тем об Армении. Благодарю за внимание. Всего вам доброго.